Совсем скоро Хвича Кварацхелия может стать первым победителем клубного чемпионата мира по футболу в его новом формате, который мы сейчас наблюдаем. Друзья, сегодня финал Челси против ПСЖ. Давайте разбираться, что уникального в этом матче. Поехали! Друзья, всем привет! Большое вам спасибо за поддержку. Прошлый обзор набрал более 30 тысяч просмотров. Стрим набрал тоже более 30 тысяч просмотров. Рекорд за рекордом, прямо как Пари Сен-Жермен в этом году мой канал. Если вы еще по каким-то странным, непонятным причинам не подписались, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео. 20 тысяч подписчиков уже не за горами. Хочется к Суперкубку Европы, когда Хвича и Пари Сен-Жермен будут играть против Тоттенхэма, будут выигрывать очередной трофей, иметь уже 20 тысяч подписчиков. Я в вас верю, друзья. Спасибо. Ну а сейчас давайте разбираться вообще, какие интриги у предстоящего матча, у финала клубного чемпионата мира, который пройдет в Нью-Йорке, ну или в Нью-Джерси. Начнем с того, что в далеком уже 2007 году, в декабре, Хабер Каладзе играл вместе с Миланом. И в финале клубного чемпионата мира это был другой турнир, в другой форме, но тем не менее это тоже был грузинский футболист. И Милан в итоге выиграл со счетом 4-2. Каладзе был удален, он там не забивал, но тем не менее этот титул не отнимешь. Это единственная победа грузинских футболистов в клубных чемпионатах мира. И вот сегодня Хвича может войти в историю, выиграв этот турнир во второй раз для грузинского футболиста. Ну и кто знает, может быть он забьет или отдаст голевую. Очень хотелось бы это увидеть, как и в финале Лиги Чемпионов. Все возможно, но давайте вот отметим важность этого возможного достижения. Очень много историй по ходу клубного чемпионата мира, что команды устали от жары, от перелетов, от количества игр. И вы знаете, что интересно, что и ПСЖ, и Челси провели практически одинаковое количество матчей. У Челси это будет 64-я игра, а у Пари Сен-Жермен 65-я. Вот совсем рядом, и там вот эта разница. И это несмотря на то, что Челси играл еще даже в квалификации Лиги Конференции, представляете? То есть они не напрямую попали в турнир, а играли в квалификации. Кстати, там даже чуть не вылетели против Сервета. Ну, вы знаете, что в Англии больше кубков, в Англии больше команд участвует в чемпионате, и тем не менее Пари Сен-Жермен за счет нового формата Лиги Чемпионов провел все равно на один матч больше. Так и хочется посмотреть на Энцо Мареску, который после поражения в финале будет ныть, что календарь плотный и, мол, из-за этого мы проиграли. Здесь также важно отметить, когда команды начинали текущий сезон. 16 августа ПСЖ начал сезон в чемпионате Франции минувшего года, и 18 августа начал свой сезон Челси. То есть здесь опять не в пользу Челси, в том плане, что ПСЖ сезон начал раньше и матчей провел больше, пусть всего и на один. А если сейчас кто-то проснется и начнет втирать нам про интенсивность, что, мол, в английской премьер-лиге интенсивность иная, не то, что в чемпионате Франции. Вы посмотрите на сетку, с кем играл Пари Сен-Жермен, доходя до финала Лиги Чемпионов, и с кем играл Челси, пробиваясь в финал Лиги Конференций. Мне кажется, что все эти разговоры нужно оставить в прошлом. И вот мы сейчас перейдем к пресс-конференциям игроков и тренеров. И, в общем-то, они своими словами это тоже как раз-таки подтверждают. Ну, заканчивая эту историю, давайте еще обратимся к стоимости команд. Челси сейчас, по данным Transfermarkt, стоит 1,26 миллиардов евро, а Пари Сен-Жермен 1,12. И здесь опять такое формальное преимущество у Челси. И прежде чем мы перейдем к пресс-конференциям и статистике Хвичи, давайте обратимся еще к противостоянию Пари Сен-Жермен и английских команд. Например, Манчестер Сити Пари Сен-Жермен обыграл со счетом 4-2. Вы наверняка помните тот матч. Хвича смотрел его с трибуны, 0-2 проигрывали и практически вылетали из Лиги Чемпионов, но потом забили 4 мяча и вернулись. Потом после прогулки в Бресте в первом раунде уже плей-офф Лиги Чемпионов попался Ливерпуль. Потрясающая доминация, офигенный матч, но поражение 0-1 и практически вылет Пари Сен-Жермен. Ответный матч, там быстрый гол, 1-0, все ушло в пенальти. Хвичу уже заменили, он не принимал участия в серии. И в итоге в серии пенальти Париж проходит дальше, выходит опять на Астон Виллу. И здесь стоит сказать, что Хвича Кварацхелия забивает третий мяч в домашней игре Пари Сен-Жермен. И по сути решающий гол, потому что Астон Вилла на выезде проигрывает со счетом 3-2. Но этот гол Хвичи как раз таки помогает Парижу обойтись без серии пенальти и пройти в следующий раунд. В игре с Арсеналом первый матч выездной, там Хвича отдает голевую на Дембеле.
блестящая атака, резкая атака, и этот гол остается единственным. Но в домашнем матче ПСЖ снова сильнее, победа со счетом 2-1. И вот таким образом, по сути, 4 английских команды уже ПСЖ похоронил. Я даже шутил, что по сути, Пари Сен-Жермен чемпион Англии этого сезона, а никакой не Ливерпуль. И вот теперь возможность еще похоронить две команды, Челси и Тоттенхэм. Как оно будет, совсем скоро узнаем. Ну, теперь давайте обратимся к пресс-конференциям команд. Здесь есть интересные фразы. От ПСЖ были Маркиньос и Луис Энрике. Маркиньос, конечно же, говорил про важность командных взаимодействий, что нужно играть как команда, 11 человек в обороне, 11 в защите, у нас нет звезд, но Дембеле красавчик и так далее. Но, знаете, вот интересная мысль, о которой он сказал, что это же чемпионат мира, он будет раз в 4 года. Вот на самом деле вы сейчас это понимаете, что 4 года у нас не будет этого турнира. Сейчас кто-то ноет, плачет, погода, жара и так далее. Но 4 года, друзья. И вот мне кажется, что в последующие 4 года мы только поймем важность этого турнира, потому что он ниоткуда появился, он как будто бы коммерческий, но это первый турнир, и действительно, когда пройдет 4 года, наверное, все-таки он будет более ценным. И сейчас тот, кто выиграет, все эти 4 года будет считаться чемпионом мира, лучшей в мире командой. Луис Энрике, в свою очередь, сказал, что этот сезон может быть для него вообще лучшим в карьере, и отметил, что не всегда он работает лучше всего, когда команда побеждает, что были хорошие сезоны, где он считает, что он работал лучше, но команда таких результатов не добивалась. Но это футбол, как говорится. И любопытная цитата Луиса Энрике, которую я хотел бы озвучить, мне кажется, это очень важно. Это касается вообще философии Пари Сен-Жермен о том, что нету индивидуальных каких-то героев у команды, а речь идет именно о командной работе. Я не верю в индивидуальные награды, особенно когда речь идет о тренерах, потому что в футболе никакой тренер сам по себе ничего не выигрывает. Все зависит от игроков, от клуба, от структуры, от коллектива. Что касается игроков, да, Усман Дембеле проводит фантастический сезон. Он был определяющим и по голам, и по ассистам, и по работе на команду. Но даже в его случае, я бы сказал, он хорош не потому, что он один, а потому, что он играет внутри системы, в гармонии с остальными. Мы в ПСЖ с самого начала договорились, внимание, здесь не будет одной суперзвезды, будет команда, 11 звезд на поле, а лучше 15. Замены тоже считаем. И если кто-то получит индивидуальный приз, отлично. Но это должно быть отражением успеха всей команды, а не наоборот. Хорошая философия. Иногда, мне кажется, некоторые игроки из нее выпадают. В прошлом матче многие из вас отмечали, что Хвича обиделся на Фабиана Руиса, то, что тот в третьем голе не отдал пас ему. В других матчах жадничал Баркаля, Дуэ. Ну, это, наверное, неизбежно. Но какой-то ориентир, к которому стоит стремиться идти, он всегда должен быть, о чем нам Энрике напоминает. Давайте главные фразы из пресс-конференции Челси. Там был капитан Рис Джеймс и Энцо Мареска, главный тренер. Мареска, кстати, чемпион по нытью на этом чемпионате мира. Он очень много жаловался и на погоду, и на количество матчей, и на усталость. Но, тем не менее, его команда получила прекрасную сетку. И такой был тревожный матч с Бенфикой. А потом, в общем-то, спокойно разделали бразильцев и таким образом дошли до финала. Давайте послушаем Мареску. Конечно, Мареска говорил про уважение, что Париж очень сильная команда, и нужно стараться по максимуму, у них есть разные инструменты. Это мы все уже 1000 раз слышали. Из интересного он сказал про уход Мадуэки, который случился прямо по ходу чемпионата мира, что это решение игрока, и не нужно держать его, если он хочет уйти. Хочет уйти, пусть уходит. Вот так просто. К жаре как будто бы команда привыкла, об этом Мареска тоже сказал. Говорит, что за месяц ко всему можно привыкнуть. Ну, конечно. И к вашему нытью, господин Мареска, мы тоже за месяц привыкли. Но помимо этого есть тоже интересная цитата Марески, которую я хотел бы вам озвучить. Ровно год назад никто не говорил о Челси как о футбольной команде. Все разговоры были про другое. Большие деньги, большая обойма, звезды без системы. Люди обсуждали не то, как мы играем, а кого купили и сколько потратили. А теперь ситуация поменялась. Сегодня все говорят: вот как они прессингуют, смотри, как они выходят из-под давления. У них наконец-таки есть стиль. Для меня это главное достижение сезона. Не таблица, не титулы, не трансферы, а то, что восприняли Челси как команду. Команду, которая строится на идее, на работе, на характере. Побеждать приятно, но когда тебя уважают за игру,
это куда важнее. Это значит, что мы на правильном пути. Посмотрим, куда приведет этот правильный путь Энцо Мареску уже сегодня вечером. Ну и Рис Джеймс, капитан Челси, несколько его фраз. Они чемпионы Европы, у них топ-состав, и все называют их фаворитами, но это один матч, и в финалах все возможно. Мне все равно, что говорят. Мы здесь, чтобы победить. Амбициозно. Интересно, что сказал капитан Челси про жару, про давление и перелеты. Играть в плюс 31 в 3 часа дня – это сумасшествие. Согласен. В Европе никто не играет в такой жаре, особенно в таких матчах финальных. Это не просто тяжело, это реальный стресс для тела. И вот что важно, в такой погоде страдает прежде всего тот, кто бегает без мяча. То есть, если ты проигрываешь контроль, тебя просто прожаривают бегом. Мы уже месяц в США и вроде как адаптировались, но финал это совсем другое. Тут давление, тут темп, тут все на грани. Нужно быть не просто готовым физически, а уметь умно расходовать энергию. В такой жаре выигрывает не тот, кто быстрее, а тот, кто умнее играет и меньше бегает впустую. Хорошая фраза, мне кажется, вообще это можно распечатать, повесить и показать перед завтрашней трансляцией, потому что, наверное, по первому тайму будет многое понятно. Кто мячом завладеет, тот и будет задавать игру. Есть вероятность, что не будет такого сумасшедшего прессинга, хотя по прошлому матчу ПСЖ играл в таких же условиях, и, в общем-то, это никак не помешало размочить, раздавить мадридский Реал. Ну и еще фраза о главном испытании турнира. Погода, перелеты, газоны, жара. Это финал не только физический, но и ментальный. Мы устали, но мы готовы. Вот такой посыл от футболиста Челси. Ну и в заключение, конечно же, про Хвичу Кварацхелию. Не зря же вы смотрели до конца. Поставьте лайк Хвичи и этому финалу. Еще одной возможности Кварацхелия выиграть очередной титул в составе Пари Сен-Жермен. Это будет 58-й матч Хвичи в этом сезоне. Представляете, Трансфермаркт считает только клубный уровень. И там у него сейчас 50 матчей, то есть там это будет 51-й. Но не будем забывать про 6 матчей в Лиге наций и плей-офф Лиги наций против сборной Армении. 58-я игра, представляете, 32-й матч в футболке Пари Сен-Жермен вот этой. 8+8 пока у Хвичи, хочется больше, конечно. Ну и в целом очень неплохой турнир для Кварацхелия. Давайте вспомним вообще, как он проходил. Первый матч ПСЖ Атлетико, 4-0 победа, у Хвичи 2 голевых передачи. И, на мой взгляд, он был, наверное, лучшим из линии атаки. И не было Дембеле там. В общем-то, роль такая была на Хвичи показать свой максимум. Потом было поражение от Ботафого 0-1. Там вся команда выглядела неважно. Пропустили необязательный гол, забить не смогли. Сиэтлом Хвичи забивает спиной. Победа 2-0. ПСЖ выходит с первого места, попадает на Интер Майами. В матче с Майами, наверное, больше все обсуждали фотографии с Месси и какой-то короткий диалог Хвичи. Но, к сожалению, несмотря на то, что матч как будто был неплохой, результативности здесь у Хвичи не было. В матче с Баварией было обидное удаление. Хвичи до этого мог забивать и сам там проходил, создавал моменты, но опять его и точность подвела, и везение. В итоге Хвичу заменили уже потому, что нужно было обороняться. В 10-ром Париж остался, а потом и вообще в 9-ром. Слава богу, прошли. С Реалом опять есть моменты. Тот самый эпизод с Фабианом Руисом, потом уже сам Хвича мог забить, как-то неудачно мяч обработал. И в итоге опять победа. Но Луис Энрике поменял Хвичу уже на 60-й минуте, потому что нужно было беречь свои лучшие кадры для финала. Вот такой турнир, всего 1 гол и 2 голевых передачи. Наверное, большего мы ожидали от Квары. Может быть, этот финал будет его, потому что, в общем-то, все финалы, не сказать, что были яркими. Финал Кубка Франции Хвича вообще пропустил. В Лиге Чемпионов забил 1 гол, но уже при счете 3-0. Не знаю, может быть, противостояние против английских команд его как-то по-особенному мотивирует, потому что с Арсеналом была голевая, с Астон Виллой он забил практически решающий гол, и с Ливерпулем смотрелся неплохо, поэтому давайте верить, что англичане принесут удачу к Хвичи Кварацхелии. Ну и такой суммарный итог, что касается Квары: 3558 игровых минут за клуб, 615 игровых минут за сборную и всего 4173 минуты. Столько Кварацхелия провел на футбольном поле в официальных матчах на самом высоком уровне. Представляете, вот это сезон. Я не проверял, признаюсь, прошлые сезоны, но мне кажется, что у Квары никогда еще так много матчей не было. И надеюсь, что все закончится для него наилучшим образом этот сезон. Ну и, конечно же, будет отпуск.
Друзья, вот такое превью. Ну, в заключение дам, наверное, какой-то свой прогноз. Я не представляю другого исхода, как победу Пари Сен-Жермен, каким бы Челси там крутым ни казался. Но давайте будем объективными. В Лиге конференций, ну с кем из топ-команд они играли? Ни с кем. При всем уважении Бетис, Легия, ну что это такое? Если мы берем клубный чемпионат мира, ну здесь у нас что? Бенфика, окей, и то выиграли с трудом. Фламенго проиграли. Поэтому дальше по сетке были бразильские клубы, которые, какими бы они не были непростыми, но все равно не сравнить их с европейскими топами. И я думаю, что Челси, конечно, настроится, подготовится и так далее, но они даже не представляют, насколько тяжело противостоять Пари Сен-Жермен. Конечно, они в чемпионате Англии там бой давали и провели сезон неплохо, но, очень много но, и я думаю, что Париж, особенно Дембеле, сейчас в потрясающей форме, Хакими, Доннарума, они все на этом турнире доказали, что все в порядке у Пари Сен-Жермен. Ну, возможно, Челси хватит на то, чтобы забить один гол, но не более. Давайте я рискну предположить 3-1, голевую Кварацхелия. Гол, мне кажется, все-таки не получится, буду рад ошибиться, но вот пусть будет 3-1. Пишите, что вы ожидаете от этого матча, как вы будете смотреть. Я напоминаю, что будет стрим, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И вместе будем болеть за Кварацхелию сегодня вечером. А потом я включу специально для вас мужичка с укулеле. Впрочем, давайте сделаю это прямо сейчас. Увидимся вечером. Нахвамдис.